Рада приветствовать в своем весеннем саду подписчиков и новых зрителей. Сегодня у нас первая весенняя прогулка. Смотрите, какие уже тюльпаны большие у нас показались. А что это за растение? Голубенькое и зелененькое. Это садовая гвоздика и рябчик. О них я сегодня расскажу. Вот так выглядит уже мой древовидный пион. Почки видны даже там. А у тюльпанов какие-то странные листья. Даже я не знаю, то ли это сорт тюльпанов такой, то ли что. Распустились первые почки у магнолии суланжа. Правда, теплые денечки я за хвостик ухватила. Через пару дней у нас снегопады обещают. Придется, наверное, мне и пион древовидный, и магнолию агроволокном закрывать. Прямо весна уже. Нарциссы вовсю уже цвести хотят. А это маленькая ива Хакура Нишики. Ее я сделала сама. Это вообще-то куст. Я оставила одну веточку и решила, будет у меня штамп. Уже почечки даже на ней. А весной, когда обрезала самый первый раз, веточки посадила там, посадила, повтыкала, полила, и у меня аллейка с двух сторон. Мы ее проходили несколько раз, я вам рассказывала. А сегодня рассказывать буду про вот это место, которое вы меня часто спрашиваете, что это там за растение. Оно начинается сразу от арки с плетистыми розами. Те, что мы подвязывали в прошлом видео. Я уже тут порядок полный навела. Золой подсыпала, прополола, подвязала все розы. Вот это аллейка из туи смарагд и туя восточная Ауреа пирамидалис. Она зонирует участок, большой круг с розами и другие части сада. Если мы повернем из арки налево, мы попадаем на дорожку, которая ведет к теплицам. Тут у меня посажены две розы Эшли. Ими мы будем любоваться чуть позже. Такие они малоколючие, красивые, на пионы немножко похожие цветы у этой розы. И вот это такая изгородь, скажем так, в шахматном порядке посажены туи смарагды и Ауреа пирамидалис. Покупались они метровыми весной 2020 года. Смарагды я стригу, а Ауреа пирамидалис, туя восточная, у нее природная форма такая, как каплеобразная, пузатенькая. Между ними в ногах посажены можжевельники Gold Coast. И вот такая голубенькая, как травка или не травка. Вы часто за нее спрашиваете, она зимой или там одним цветом, таким же голубоватым. Не боится ни мороза, ни снега. Это садовая гвоздика. Многолетняя и вечно зеленая. Очень быстро разрастается. Я покупала две деленки среднего размера и за 2,5 года рассадила ее бордюром по всему саду. Сорт не знаю. Вот на маленьком видео видно, она у меня среди хост тоже посажена. Небольшие цветочки, лепестки с зазубринками. Невероятно очаровательная и ароматная. Очень крепкие маленькие стебли
на ветру очень красиво колышется. Представьте, когда по всему саду, то тут, то там ветер играет со стебельками садовых гвоздик. Мне нравится в этом непритязательном цветочке все. И цвет мой любимый белый, и слабый гвоздичный аромат по всему саду, и белые движущиеся облачка нежных цветов. Еще она очень легко делится и очень-очень неприхотливо. Выбирайте свои любимые цвета, она бывает разных цветов. И обязательно сажайте это растение. Ну а мы возвращаемся к нашей аллейной посадке и к туи восточной Aurea pyramidalis. Мне она очень нравится. И цвет ее, и форма. Можно ее вообще не стричь. Она так себя держит величаво и красиво. Вообще туя pyramidalis aurea медленно растущая. Считается, что она нарастает всего 10-12 сантиметров. Я повторю, что у меня они были куплены метровыми. За 3 года эти туи pyramidalis выросли на 1,80 м. Хвоя золотисто-салатовая у нее даже зимой. Это я рябчик показываю. Посадила тут рябчики. Про них чуть позже. Gold Coast. Можжевельник, золотой берег в переводе. Золотистый. Я его сюда посадила, чтобы поддержать цвет пирамидалисов. Ярко-салатовый, не колючий. Высоту он будет где-то 0,8 метра, 80 сантиметров. И 1,5-2 метра в ширину. Закроет пространство между туями мне. Хороши пирамидалисы. Визуально видно, что пирамидалисы и смарагды разные по высоте. Смарагды нарастают быстрее, но именно они позволяют создать контраст хвои. Ярко-ярко-салатовую, золотистой и темно-зеленую. Как бы краски между собой играют. Уход за ними совсем прост, как за всеми хвойными в саду. Очень хороши, советую, посадите. А у нас тут возле садовой гвоздики и рябчики. Рябчик императорский. Захотелось посадить их, когда я увидела фотографию в интернете. Это растение из семейства лилейных. Смешная корона, как у императора, как чубчик. Из одной луковки, которую я купила у бабушки на базарчике местном, за 2 года у меня выросло 7 больших и 5 маленьких рябчиков. Я их не выкапываю, вообще ничего с ними не делаю. Пересадила первый раз, вот сюда решила. Нашла то место, где я 2 года назад их прикопала. И смотрю, там их целая кучка. Посмотрим, когда зацветут, как тут будет выглядеть. Я читала, что они отпугивают кротов. Мне это, конечно, очень необходимо, потому что когда я сняла укрытие с роз с большого круга, там у меня столько куча от кротов, им там, видимо, тепло было. И они там прямо все кучковались по кучам. А это можжевельник Gold Coast. Очень красивый. Золотой берег. Золотистый. Продвигаемся по этой аллее до конца, до основной дорожки к дому. И тут у меня в самом углу посажено
как акцент. Вот это тамарисцифолия. Еще один рябчик. Веточки я воткнула, чтобы собаки нам не поломали эти рябчики. А дальше посажена штамбовая гортензия. Ну, штамбовая — это как бы еще сказано громко, только веточка наросла. Это прошлогоднего черенкования, сорт я даже не помню. Не подписывала сорта, уже почечки пошли. Штамбовые гортензии очень просто делаются. Вот такой, как хлыст такой. Сажаем мы поросль, которая снизу. Обрезаем ее, выбираем один ровный высокий стебель. И из него этим летом, весной будем формировать штамп. Вот еще одна штамбовая. У меня вообще 7 или 8 штук штамбов, которые я сама сделала. Это Magical Sweet Summer. Я рассказывала, у меня 4 или 5 уже штамбов. Как-то эта гортензия мне каждый год одиночные стебли выдает. Я их отсаживаю, и у нас получаются штамбы. Вот еще один тонюсенький. Я его уже так к палочке. Он даже тут двойной у меня получается. Может, разделю их. Вот у нас вид на эту аллею с другой стороны. Что тут на клумбе посажено, я немного позже расскажу вам. Какие розы. Розы уже листики повыпускали. Вот такое зонирование участка. Мне оно очень нравится. Чисто вообще-то я, когда подбирала растения, визуально выбирала, и маленькие они, толком видно не было, но угадала. Очень эффектно получилась зона отделена это. И весна коррективы свои вносит, все зеленеет. Спирея Golden Princess красненькими листочками машет. Слива растопыренная. Покажу вам ее цветение. Темно-бордовые листья писарди. 4 штуки у меня посажено. Я планирую их формировать зонтиками. Ну, вот такая небольшая у нас весенняя мартовская прогулка. А я жду снега.